Экран на 10,1 дюйма, оперативная память на 4 гигабайта с виртуальным расширением, слот под карту памяти до 1 терабайта, 4-ядерный процессор, мини-джек на 3,5 мм, поддержка Wi-Fi 6 версии, 2 стереодинамика, операционная система DocOS, основная камера на 13 мегапикселей, фронтальная на 8 мегапикселей, 2 расцветки на выбор. Обо всем этом и не только можно прочесть, разумеется, в рекламе к планшету под названием Blackview Tab 8 Wi-Fi, но работает ли, вы узнаете в ролике. Покупал я на лютейшей распродаже. Перейдем к распаковке. Упаковка выполнена из плотного картона в белом цвете. На ней есть название, краткие характеристики и, разумеется, изображение модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам планшет с защитной пленкой, за что плюс. Но олеофобное покрытие у пленки плохое. Так что придется сразу сдирать, если хотите с кайфом пользоваться. Опять же, не особо долго. Далее можно обнаружить блок питания на 10 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство. Габариты планшета 446 на 163 на 11,2 мм вместе с блоком камер. Весит он, кстати, 535 граммов. Летим дальше. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю смартфон Poco X6 Pro ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще iPhone 16 разыгрываю, но условия по нему в ролике по ссылке в описании. Приобрести планшет можно в серой и голубой расцветке. Корпус планшета выполнен полностью из пластмассы. Сборка неплохая, но качество материалов не лучшее. Хотелось бы, чтобы не было пластмассовой черной вставки по периметру экрана, хотелось бы, чтобы рамки у экрана были потоньше, но с другой стороны, учитывая стоимость, все в пределах нормы. И плюс за то, что планшет вообще работает. Эргономика планшета неплохая, в руках он лежит удобно, да и не сказал бы, что он тяжелый. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что нехорошо, ну и неудивительно, микрофон и 2 стереодинамика, за это плюс. Мини-джек, который расположили на углу рядом с кнопками, плюс есть место под карты памяти microSD до 1 терабайта, но заглушки у слота нет, и это не очень хорошо. Исходя из того, что мы имеем, и мини-джек, и открытый слот под карты памяти, планшет однозначно нужно будет всеми способами и средствами оберегать от воды и влаги, и желательно еще и пыли. Качество звука меня не порадовало, ко всему настроек для звучания никаких нет. И что странно, но есть перекос между динамиками в плане звука. Нижний динамик звучит лучше, чем верхний. Тут дело не в громкости, а в качестве звука. Вибромотора в данной модели нет, что неудивительно. Даже у топовых планшетов это редко встречается. Данная модель оснащена IPS-дисплеем на 10,1 дюйма с разрешением 1280 на 800 пикселей. Соотношение сторон 20 к 9, соотношение экрана к корпусу 79%. Частота обновления экрана максимум 60 Гц, а плотность пикселей 151 ppi. Это прям вообще печаль. По моим замерам экран выдает максимум 250 люксов, яркости достаточно только для использования в помещении, а для использования на улице яркости недостаточно. Функции автоматической регулировки яркости не завезли, мультитач на борту, экран откликается на 10 касаний одновременно, но вовсе не быстро. И сенсорный отклик отрабатывает плохо. В настройках экрана можно включить режим чтения, но на этом в принципе все. Функций для разделения экрана также нет, за что минус. Экран дешевый, качество изображения низкое. Но, с другой стороны, опять же, что же вы хотели за эту стоимость? Смотрим, кстати, стоимость реально на любую железку. В телеге скидок вбиваете название и смотрите динамику изменения цены во время распродаж. Летим дальше. Процессор здесь установлен RK3566 с 4 ядрами, максимальной частотой в 1,8 ГГц, графический процессор Mali G52, оперативная память LPDDR3 на 4 ГБ, а внутренняя память типа eMMC на 64 или 128 ГБ. Все очень скромно, и хотелось бы сразу отметить, что железо не справляется с базовыми задачами планшета. Операционная система DocOS на базе Android 12 версии, работает она плохо и медленно, часто встречаются подлагивания, ко всему часто выбрасывает из приложения из-за того, что не хватает производительности. Разблокировать экран можно только стандартными видами разблокировки, функции распознавания лиц, отпечатков пальцев, разумеется, здесь нет. Что касается беспроводной связи, планшет имеет поддержку Wi-Fi 6 серии, также установлен Bluetooth чип версии 5.0, NFC модуля, разумеется, нет, как и нет поддержки спутниковой навигации. То есть как навигатор вы его использовать не сможете. Далее, емкость аккумулятора 6580 мАч, от 0 до 20% планшет от родного адаптера питания заряжается за 1 час 15 минут, что очень долго, от 0 до 50% за 3 часа 10 минут. Но далее зарядка слегка ускоряется от 0 до 100%, планшет полностью, по моим замерам, заряжался за 5 часов 45 минут. Не смешно, не грустно, но как есть. Я прогонял 2 раза планшет в PC-марке,
каждый раз планшет не фиксировал результат, так что довольствуйтесь только результатами в YouTube. В YouTube он поедает за 1 час просмотра с максимальной яркостью по Wi-Fi 20% заряда, PUBG New State при том уходит 35% заряда. Планшет вообще не игровой, что и неудивительно, учитывая железо. Играть невозможно, особо тут рассказать в принципе нечего. То есть шахматы не очень тяжелые или казуалочки пойдет, а так все. Перейдем к тестам. Тротлинг тест проходит со следующими цифрами. 35 гипсов минимально, максимально 60 гипсов и в среднем 58 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. Да, таких печальных цифр я не помню за 7 лет блогинга. В Geekbench 6 в GPU скоре 451, сингл-коре 180, мультикоре 430. В Antutu тест для оценки производительности планшет выдал 83 тысячи попугаев. Storage тест показал неплохие, кстати, 30 тысяч. Летим дальше. Планшет оснащен основным сенсором на 13 мегапикселей и фронтальным на 8. Максимальное разрешение для видеосъемки с этих сенсоров 480p 30 fps. В стоковом приложении камеры есть видео, фото, еще некоторое количество настроек. Камеры что-то снимают. Фото в целом получаются не очень плохими. По видео сказать хорошего нечего. Ко всему, при включении записи видео автофокус сразу перестает работать, и видео получается расфокусированным. В целом, короткие примеры видеосъемки вы уже увидели, а примеры фото сейчас увидите. Минусы. Супер мало производительности. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного и достойных планшетов тоже хватает. Резюмирую. Blackview Tab 8 Wi-Fi с учетом цены, можно сказать, хорошо, что вообще работает. С другой стороны, я не вижу ему применения вообще. Возможно, для кого-то подобной производительности достаточно. Положительных отзывов у данной модели в принципе хватает. Но, как по мне, производительности однозначно мало. И то, что пишут в отзывах о шустрой работе системы и тому подобное, я нигде не встретил. Обыкновенные приложения не грузятся, из настроек вылетает, прогружает все медленно. Девайсу от меня, как планшету за подобную стоимость, да, потому что это просто как детская игрушка. А как устройство хотелось бы использовать, однозначно нет. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.